Всем привет, вы на канале Рыболов Копатель. Отправился сегодня на коп. Еду один. Не знаю, может кто-нибудь из товарищей присоединится в процессе. Времени не так много, примерно где-то до обеда у меня есть. Сейчас уже к 7 утра, на улице всего 13 градусов. Друзья, вот я уже где-то дней 5 вот испытываю прям четкое ощущение сентября. Это просто сентябрь какой-то. Вот вспоминаешь школьные годы, когда ты идешь в школу, вроде так еще как бы чуть-чуть тепло, но уже и не то это тепло. Ветра какие-то такие прохладные. И вот оно все уже чуть ли не неделю у нас движется. Ну вот представляете, 13 градусов. В мае у нас 30 с лишним градусов было, а сейчас 13 градусов. Середина июня. Так что я решил залезть сегодня в лес на фундамент на один. Попробую покопать, не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что-нибудь получится. Если видео вышло, значит что-то получилось. Не переключайтесь, подписывайтесь. Ставьте палец вверх и пишите ваши комменты, друзья. С Богом! Такой лес. Насекомые уже гуляют, но достаточно ветрено на улице, поэтому я думаю, комаров не будет, в принципе, и прохладно. Ну как не будет, они будут, но не в том количестве, чтобы убегать. Пойдемте попробуем, посмотрим. Все заросло, ой, вообще жесть. Ну, в лесу местами на запашке вот можно ходить. Еще. Но мы идем на фундамент с вами. Конкретно. Нашел то место. Вот фундамент. Идет вот он. По комарам жесть. Друзья. Сейчас что-нибудь будем придумывать. Я решил двигаться вдоль фундамента. Ну что, вот всякие кованые гвозди, прутки, кольца. Пертусин. И очень много комаров, друзья. Очень много комаров. Ну что, всякие цветняшки тоже идут. И вот находка. Смотрите. Похоже на аккумулятор. Похоже на аккумулятор. А вон внутри батареи. Вот так вот все выглядит. Я его почистил слегка. Вот видите, в черной эмалированной краски был. Черная эмаль. Здесь вот провода идут. Похоже, плюс-минус. Пробки. Мне кажется, это какой-то аккумулятор радиостанции был. Потому что носился он на ремне. Вот крепление. Здесь. Ой, как комары досаждают. Здесь вот открывалась крышка. И наверняка там что-то типа розетки было. Металл тоже мало-помалу собирается. Всякие навесы, петли, лемех плуга. Все такое увесистое. Вот так вот наступает лето, друзья, и думаешь, что не ходил зимой здесь, когда травы не было, комаров не было. Вот что не лазить здесь, не сидеть, не ковырять. Вот всегда такая ерунда. Дальше у нас. Опа! Топорик на корне сидел. Да бодренький. Грунт тут порядочный.
кирпичи бьет. А в нем еще клин даже родной сидит. Такой топоришка. Бодряк, бодряк, немец. Забираем. Отличный сигнал, друзья, под деревом. И смотрите, что. Смотрите, какая приятная находка. Звенело очень хорошо. И даже ремешок еще остался. Это конина. Это конинка. С лошадкой. И даже кожаный ремень. Класс. Вот такая красота. Я ее на машину себе как-нибудь приделаю. Это будет антуражно. И очень стильно. Перемещаюсь вот так по зарослям. Прям в центр дома зашел. Сигналы идут. И тут стремя, по-моему. Лошадиное стремя. Вот оно. Вот такое. Интересное. Причудливое слегка. Забираем. У меня вообще на капюшон есть москитная сетка. Противомоскитная. Но я боюсь, если я ее одену, я вообще спарюсь. Потому что я уже и так весь мокрый под костюмом. Очень воздух плохо вентилируется. Тут же рядом вот такие вот мощные навесы с коваными гвоздями. Они тяжелые. В принципе, металлолом собирается. Тут ломик еще мне попался из крупного. И вот этот навес и уже мешок. Ну, в мешке килограмм 40, наверное. Тяжелое все. И вот эти дела. Копал вот тут вот. И буквально за моей спиной, друзья. Смотрите, что. Колодец. Глубиной метров 5, наверное, точно. Я его даже не видел. Сейчас вот сухое дерево уронил, чтобы хотя бы оно вот воткнул его, обозначало, и еще бревно кинул поперек. Я вообще его не видел. Вот я копал. Вот моя яма. И прям за моей спиной вот такая вот пропасть. Так что будьте аккуратны. А сейчас заросли, вообще ничего не видно. Вот так завуалирован колодец опасный. Вот вы будете говорить потом: спустись туда, там клад. А вы в курсе, друзья, что там может быть внизу скопился газ, метан, от которого можно отравиться, 3 раза вздохнуть и привет, пока. Ну да, глубина метров 6, наверное. Я думаю, мы с вами еще что-нибудь должны поднять интересное, ребят. Оставайтесь на связи. Поехали дальше. Антон вот подъехал тоже ко мне, освободился. Тоже решил комаров покормить маленько. Дальше под деревом сигнал.
И вот цепь, корень уходит. Ну, надо бы ее достать. Цепи всегда хорошо на металл. Компактные и весят хорошо. И говорил, что не выезд, то обязательно попадется раскладной ножик. Всегда они в одном и том же состоянии. Ну что ж, идем дальше. Металл собирается тоже потихоньку под деревом. Пряжка цветняшка бронзовая и цепь. Еще одна. Комар лютует. Вот Биг Энтони заглубляется. Даже дым чуть-чуть идет он. Что там, осколки, да, Антон, говоришь? Так, здесь стекло есть, уголь. Цветнятина всякая тоже копится мало-помалу. Антон говорит, пошла борьба с бессеребренем. Говорит, сейчас будем деда задабривать. Ко всем методам уже приходим. Молились уже. На небо смотрели. Деду Хабарику. Сникерс вкусный. С лесным орехом. Железо. Или кирпич. Не, железо. Да, да. Поддень его отсюда. Подкова вон вышла. Шикарная. Он потом Эдуарду передаст. Посмотри, какая шикарная. Вообще класс. Смотрите, друзья, дальше какая-то электрика у нас пошла. Электрические дела. 2 медных провода. И вот от нее крышка с резьбой была. Изолятор, что ли, какой-то. Такая вещичка. Так, ребят, вот наряду с железом сейчас вылетела плитка. Смотрите, какая. Я ее так почистил. Клеймо. Вильгельмбон. Там непонятно что. И Кёнигсберг. Ну что, друзья, комарики начинают... Солнце встало, и комары начинают одолевать. Ну что скажете, Антон, как вам копать вокруг фундаментов в лесочке? Ну, приятно, такой без комариков, если... Не, интересно, что? Перспектива есть, как бы, да? Конечно, да, да. Все звонит, все звенит. Просто надо время и усидчивость для того, чтобы... Чтобы этих гадов не было. Ну да. Надо занавес такой ставить из тюля. Шатер. Тюль купить, натянуть на веревке, так все затравить внутри и сидеть в нем. Так что вот так, ребята. Зимой мы ждем, когда потеплеет. Летом мы ждем, когда похолодает и уйдут комары. И все время что-то ждем. Тут просто надо, главное, не лениться. Надо усидчивости немного. Ну и, конечно же, везения. Но мы на сегодня уже будем заканчивать, потому что тяжеловато, конечно, с насекомыми бороться. Но худо-бедно покопали, воздухом подышали, птиц послушали. Так что, друзья, всем спасибо, кто с нами смотрел. Подписывайтесь, кто не подписался. Пишите комментарии, ставьте палец вверх. Всем до новых встреч. Всем пока.